Вот Трутнев совершает очередную ошибку. Все проблемы Дальнего Востока как раз из-за его плохой работы. Он не умеет работать, он не специалист. Вспомните события Приморский край, Сахалин, везде. Все, что обострялось, осложнялось, это его плохая работа. Был министр Галушка Дальнего Востока, он его назначил, убрали, не получилось. Сейчас он Козлова назначил, убрали. Они оба отвечают за Дальний Восток, сидят в Москве. Ну разве можно? Я чаще бываю в регионах, я лидер политической партии, я могу из Москвы не выезжать. Это в чистом виде месть, политическая месть. Он думал, что все будет так, как вот он решил. Вот шпорт и все. И плохо знает обстановку на местах. Люди не хотят шпорта. Они готовы были проголосовать за любого другого. Вот двое вышли во второй тур. Все, люди не хотят шпорта, проголосовали бы за любого другого. Но тут оказался представитель ЛДПР. Как это так? Все губернаторы должны быть от Единой России и подчиняться по вертикали президенту, ему, полпреду, а тут от другой партии. То есть в чистом виде пытаются отомстить Фургалу. Значит, выйди из ЛДПР, сразу стали претензии. Весь 18-й год и начало 19-го. Выходи из ЛДПР, выходи, это все Трутнев делает. Сейчас он говорит, плохо работает команда. Ложь в чистом виде. Там есть еще завод Амурсталь. К этому заводу хотят свои руки протянуть Ротенберги. И через своего друга Бальского пытаются скупить все акции завода. У него уже было 50%, 25% было у Мистрюкова и 25% еще одного владельца. Мистрюкова, чтобы отдал акции и чтобы выбить показания на Фургала, арестовали еще в ноябре прошлого года. 8 месяцев держат Лефортова. Для чего? Чтобы он дал показания, и поскольку завод не отдает, из ЛДПР не выходит, должность губернатора не сдает, что сделать? Давайте уголовное дело. Ничего нету. Если бы хоть что-то было, они его не допустили бы до выборов в одномандатный округ, в Госдуму. Ничего, все молчали 11 лет. Сейчас 18-й год. Хорошо, вы не знали, что он победит. Но он же вышел во второй тур. Срочно компромат выбрасывайте на него. И народ проголосует за вашего любимчика спорта, которого народ объявляет жуликом. Не я, народ. Вот. Поэтому надо обвинить, как так убрали. Да вот плохая команда, отличная команда. То есть все, что надо, делали они хорошо. То есть там все успешно было. Все было хорошо. Вот чего он добился, Фургал. Сократил расходы на содержание правительства краевого на 1 миллиард рублей. Представляете, какие потери у нас были? Продал все дорогие иномарки, все места досуги для элиты краевой, предметы роскоши чиновников. Яхта была на балансе края. Сократил лишние министерства. Увеличил доход бюджета на 9%, на 11 миллиардов рублей. Средняя зарплата в регионе поднялась на 2%, 49 тысяч. Улучшил авиасообщение, которого вообще почти даже иногда не было, с отдаленными районами Хабаровского края, где расстояние 400-600 километров, и поезда не ходят туда. Ввел бесплатное питание для всех детей. Сдвинул с мертвой точки долгострои, плюс 7% в год. Переехали из аварийных в новые дома 1200 человек. Восстановил трамвайное движение, которое прежний мэр Единорос практически загубил. Сам ездил по всему краю, встречался с людьми напрямую. И действительно стал народный губернатор. Его хорошо все полюбили, все уважают, и все были возмущены тем, что его так жестко арестовали, как не делали никогда. Были аресты губернаторов, но там жилье, миллиарды хищений. Здесь обыски провели, ничего не нашли. Честный губернатор. Надо же повесить 2 дохлых дела там из 15-летней давности. Сейчас приехал Трутнев, говорит, плохая команда, плохое управление. Там ты сам там был, Трутнев. Ты же в Москве сидишь. Ты безобразием занимаешься. Человека нужно уволить немедленно, под суд отдать этого Трутнева и министра Козлова. Вместо этого под суд отдают
хорошего губернатора Фургала. Но все наоборот делается в нашей стране. И могут каким-то образом придраться к Сипягину. Ему 3 года не утверждают вице-губернаторов. Блокада, мешают. И Сипягину во Владимире, что же Орлову ждали? Все, ей ручки пожали, все, она будет губернатором. Она там всем надоела. Она из «Единой России». И Шпорт «Единая Россия». Так завалили и Шпорта в Хабаровском крае, и Орлову во Владимирску сами единороссы, слабые кандидаты, безинициативные и не пользующиеся никаким авторитетом. А Фургал пользуется. Поэтому Фургала на первую очередь смять, арестовать, а могут потом начинать пытаться заменить Сипягина. Вот уже почти 2 года мешают работать. Поэтому это ошибка, это мстят. Как это так? Как Трамп. Вот он прорвался, должна быть Хиллари Клинтон. И вот его 4 года трамбуют. 4 года мешают работать. То же самое Фургал и, так сказать, Сипягин. То есть они не Единая Россия. Как обнаглели, как вы посмели. Это что такое? Все должны быть из Единой России. И там, что их еще злит в Хабаровском крае? Большинство теперь в Краевой Думе у ЛДПР. Только 2 единоросса случайно прорвались. А раньше было наоборот. Ни одного из ЛДПР 100%, так сказать, Единая Россия. Вот они и перепугались. Они прямо говорят, что они теряют край. Да, вы край теряете. Только репрессиями даже и силой вы ничего уже не сделаете. И так потеряете Дальний Восток, и Сибирь, Урал, и всю страну. До 30-го года Единая Россия уйдет с позором. Ее не будет. И не будет ее губернаторов. Но Кремль, как и советская власть, с опозданием все это делает. Иной раз может опоздать слишком опасно, как опоздал Горбачев и Ельцин. Ельцин уже умер, Горбачев тоже еле дышит. И что, успехи есть у них? Один позор и Горбачеву, и Ельцину. И сегодня Хабаровск – это новая русская весна. Они показали всей стране, что дальше наши граждане терпеть не будут, чтобы им ставили кого-то, и чтобы у них забирали имя избранного губернатора, чтобы им диктовали какие-то условия. Потому что весь этот край ссыльные, люди, бывшие на каторге, Колыма, Магадан, царь ссылал, советская власть ссылала. И поэтому они не хотят действующую власть поддерживать и коммунистов. А демократов прозападных они просто их не знают. Поэтому у них одна надежда на ЛДПР. Если я поеду, взорвется край, тогда будут пытаться, так сказать, давить на партию, аресты, мешать. Будем проводить митинги, разрешенные, санкционированные, и будем отстаивать, защищать Сергея Ивановича Фургала и других наших депутатов. У нас есть набор средств. Выйти из зала, сдать мандаты, провести митинги, значит, где-то какие-то заявления делать и обращаться к избирателям за поддержкой. И они нас давно уже поддерживают хорошо. Вы знаете, что ЛДПР победила в 1993 году. Но потом стали нас трамбовать, мешать, поливать грязью каждый день, каждый час. Мы на первом месте. Народ хочет голосовать за нас. И армия, и народ, и молодежь, и бизнесмены. Все избиратели. Но мешают. Больше всего чернят нас. Вот в четверг все каналы, почти все радиостанции чернили Фургала, ЛДПР, Хабаровский край. Идиотизм. За что? Вот чтобы не было у людей понимания, что это какой-то политический заказ, что действительно он плохой, ЛДПР плохая и так далее. У нас то же самое Красноярский край. Депутат Натаров, сына взяли в заложники и держат в тюрьме. И прямо говорят следователи: у вас слишком хорошо голосуют за ЛДПР, Красноярский край. Вы видите, что делают? Там, где за нас хорошо голосуют, идет рост авторитета, популярность ЛДПР, начинают мочить. Фургал, он губернатор. Брать его детей в залог не получится. А вот сын депутата в Красноярском крае взяли в заложники. Естественно, вешают собак, там что-то бизнес, налоги. А прямо сказали откровенно: ребята, у вас у ЛДПР в Красноярском крае слишком хорошие показатели. Это по всей стране идет. По всей стране. Нам мешают выставлять своих кандидатов на выборы губернатора. Вот сейчас в Брянске запросто победил бы наш депутат Пайкин Борис Романович. Нет, не дают возможности. Еврейская автономная. Вот в 2 регионах мы вынуждены не выставлять кандидатов. Иначе будут трамбовать. То есть это вот
постоянно ошибка, что они делают ставку только на Единую Россию. А она обрыгла всем. Все ее ненавидят, вся страна. И ненавидит ее губернаторов. Мы могли бы быть уже во главе 15 губерний, но нам мешают. Поэтому дальше будем бороться в рамках закона. Будущего у Единой России нету. И нету будущего у ее губернаторов. Вот по голосованию по Конституции Хабаровский край дал честные показатели. И явка у них ниже, чем по стране, и количество поданных голосов. Опять плохо. Вот надо было сфальсифицировать, надавить на бюджетников, тогда хорошо. А так честный губернатор, он не нужен честный. Нужен вор, коррупционер, авантюрист. А честный Фургал никому не нужен. Тогда повесить на него всех собак, придумать какие-то там убийства. Хотя убийцы наказаны, Фургал не стрелял, гранаты не бросал. Но якобы, возможно, был одним из организаторов. Слушайте, где доказательства? И что вы Мистрюкова, главного свидетеля обвинения, 8 месяцев держите в камере? Если он свидетель, так дома пусть сидит. Нет, пытают его там, со слов губернатора Фургала и со слов жены Мистрюкова. 8 месяцев беднягу пытают. Спать дают только 2 часа. И постоянное психологическое давление. Они там рядом камеры сейчас, Фургал и Мистрюков. И Мистрюков будет главным свидетелем обвинения. А если он откажется от своих показаний во время суда, что тогда будет делать власть? Все же рухнет. Но если назначат другого, не ЛДПР, а как боятся краевики, вернее, избиратели края, что там будет из силовик, или из прежней администрации, или Единой России, волнения не утихнут. Они вообще не утихнут до тех пор, пока Фургал не вернется. А Фургал вернется. Поэтому это страшная кадровая политика, ошибочная Кремля, прокол страшный в плане этого спектакля по задержанию губернатора. Этого не делается ни в одной стране мира. Пожалуйста, возбуждайте дело, пусть на допрос вызывают. И когда в зале суда огласят обвинительный приговор, и адвокат увидит, что действительно показания 100% обвинительные, в зале суда арестуйте. Зачем такую устраиваете спектакль, заламываете руки? Его избрали. Да, в течение судебного дела оно шло бы 2-3 месяца, полгода, год. Избиратели бы, жители края, привыкли, что, может быть, действительно что-то там есть в биографии губернатора. А так вы повалили человека и в Москву увезли. Там оставьте в крае. Это ошибка. За эту ошибку пострадают те, кто это допустил, и Фургал все равно вернется. Он народный губернатор, его любят, уважают, он знает, как улучшить положение не только в Хабаровском крае, но и на всем Дальнем Востоке. Я бы на месте президента убрал бы вице-премьера и полпреда по Дальнему Востоку Трутнева, министра Дальнего Востока Козлова и поставил одного начальника всего Дальнего Востока. Это Фургал Сергей Иванович. Все 11 субъектов объединил бы в один регион, это приблизительно там, 12 миллионов населения, и заместителями поставил бы тех, кто хорошо себя проявил, и они бы развивали бы край. Местные предприниматели хорошо все знают. А если сейчас поставят какого-нибудь солдафона, который ничего не знает, не умеет, это волнение не успокоит, и снова будут волнения. И все равно добьемся возвращения Фургала Сергея Ивановича.